Ребята, Майлси, лазерный дистанциометр, короче, это измеритель расстояния, или как вообще правильно сказать? Да, это дальномер, обыкновенный лазерный дальномер, и он нам очень сильно помогает, потому что, видите, здесь сейчас ремонт. Для тех, кто видел у нас, скажем так, наши обзоры ранее, они знают, что в этом помещении раньше был полный раскардаш, а сейчас здесь ребята делают ремонт. И вот эта штука очень сильно помогла в этом самом ремонте. Это уникальная штука. Почему уникальная? Потому что таких моделей много, а вот то, что эта штука за ее деньги делает, потому что с тем, что мы сравнивали, какую мы брали Xiaomi, да, и она стоит почти в 2 раза дороже, даже учитывая то, что это Xiaomi. Для того, чтобы понять, сколько эта штука стоит, то вон там, вот, пожалуйста, внизу в описании под видео есть ссылочка на проверенного продавца. Ну и, конечно же, подписавшись и нажав колокольчик, вы не пропустите дальнейшие наши самые крутые обзоры на канале Технозон. Поехали! Знаете, с чего хочется начать по-настоящему? Это с инструкции. Первый раз у китайцев вижу инструкцию. Особой распаковки не будет, потому что, во-первых, мы им уже пользовались, во-вторых, честно скажу, там просто в комплекте ничего такого нет. Просто есть ремешок, да, чехол и все. А чехол надо будет показать отдельно. Ну, вставку сделаешь, снимешь. Зато инструкция для китайцев это нонсенс вообще. Я не буду инструкцию сильно показывать. Тут, в принципе, рассказываются основные базисные вещи, которые мы расскажем вам и так. Но за инструкцию огромное спасибо на китайском и на английском языке. Что данная штука делает? Давайте я ее покажу вам немножечко поближе. Имеет форму, обыкновенного такого себе, не знаю чего, алкотестера. У меня какие-то ассоциации. В общем-то, слушайте. Это лазерный дальномер, у которого есть лазер, фокальная линза, экранчик и всего лишь пару кнопок с обыкновенным уровнем. Существует еще версия с автоматическим уровнем для измерения угла, для измерения автоматической высоты с помощью угла, да, по определенным своим принципам. Для того, чтобы включить, мы зажимаем кнопку включения. У нас достаточно яркий светлый экран. Есть кнопки переключения момента измерения. Почему? Потому что можно замерять от начала уровня, можно именно от самого лазера. Лазер вы видите. Кстати, здесь второй класс лазера. Нужно быть аккуратным с глазами. При долгом зажатии меняются у нас варианты измерения, то есть система. То есть футы, метры, дюймы. Теперь есть кнопка просто измерения, но перед тем, как я начну измерять, я хочу сказать, что погрешность у этой штуки какая, Алексей? 0,1 мм. 0,1 мм. При этом этот прибор можно поверять в метрологии. То есть вы можете сдать померить, если вы делаете какие-то суперпрофессиональные какие-то замеры. То есть на текущий момент для того, чтобы сделать элементарный первичный замер, видите, мы просто навели точку в то место, куда мы хотим замерять, и нажимаем на кнопку измерения. Этого будет более чем достаточно. В данном случае это 1 метр 660 миллиметров. Вообще там миллиметров, да? Как? 660 миллиметров. Конкретно данный девайс рассчитан на 100 метров, но по ссылке в описании под видео вы можете увидеть девайсы и на 120 метров, и на 30, и на 40, и плюс еще и с механической, да, там у нас есть, по-моему, был еще механический, да, какой-то. Но мы конкретно рассматриваем этот. Есть вариант отключения звука, потому что он пикает после измерения. И что есть еще очень приятная штука здесь. Для сброса достаточно нажать на кнопку включения. Также отличительной функцией этой штуки является, если нажать кнопку Mesh, это Measurement, то он измеряет минимальную и максимальную дальность, которую вы замеряли. То есть фактически он берет минимальная, которая была замерена, вот она 1,7, мы навелись на дальнюю точку, и он покажет 3,9. То есть вы можете из одной точки измерить минимальное и максимальное расстояние. Очень классная тема. Теперь у нас есть математические функции. Например, мы сделали замер до стены, мы можем нажать плюс, и мы видим первичный замер, и можем сделать замер, допустим, до следующего препятствия. То есть там нажали еще раз, и у нас получилось вот плюсовое. Давайте покажу на примере. Как пример, у нас есть первичная стена, есть вторичная стена. Нам необходимо знать и до стены замер, и после стены, и плюс еще приплюсовать эти два значения. Смотрите, я буду это делать от этой стены. То есть нам достаточно, мы сбросили это все дело, мы сделали measurement, мы замерили, нажали плюс и делаем
и делаем measurement до дальней стены. И вот у нас получилось, что первичная до первой стены у нас 6,2 метра, ну, грубо говоря, округляю. До дальней, вернее, общее у нас расстояние 18,95 и от второй стены до дальней 12,6. То есть он математически вычисляет не только, допустим, по прямой какой-то момент, он еще и вычисляет расстояние до каждой из преград, которой вы ему указываете. То есть тоже в автоматическом режиме. По такому же принципу работает и минус. То есть здесь есть минусовое. Вот смотрите, то есть есть минусовое. Если мы хотим, например, вот до ведра, допустим, замерить, мы нажали, ну, во-первых, сбросим. Мы нажали до ведра, замерили 2 метра, нажали минус. И, допустим, ну я как пример, конечно, до второго ведра сделаю замер. Это будет такое себе грубая штука, но по сути математические действия плюс-минус оно делает. Это не все. Дело в том, что эта штука измеряет еще и площадь, несложную, допустим, прямоугольную, плюс она измеряет объем несложного прямоугольного помещения. Хотя для более сложных измерений вы просто можете взять листик, ручку и расписать каждую из сторон и, в принципе, вычислить уже вручную. Это не так уж сложно. Вот как пример с простого измерения площади мы сейчас замеряем вот этот вот участок, вот этот вот квадрат, который нам необходимо сейчас, в принципе, измерить. Что мы делаем? Смотрите. Ну, во-первых, мы сбросили, выбираем режим. Смотрите, сейчас у нас простой режим измерения. Сейчас мы меряем длину. Мы приставили к стене на текущий момент. Покажи точку. Вот стена. Замер у нас идет от начала, то есть отсюда. Мы нажали measurement. Есть. Теперь мы должны замерить боковинку. Мы приставили боковинку, мы сейчас нажмем засветится. Приставили ровно боковиночку, нажали. Все, у нас есть с вами квадратура 13,8 квадратных метров. Это элементарное, в принципе, измерение вот обыкновенного прямоугольного помещения. Давайте теперь измерим кубатуру этого помещения. Включили режим, смотрите, там, где он измеряет куб. Сейчас мы опять замеряем длину. Все примерно то же самое, только добавится и высота. Приставляем. Нажимаем measurement. 4300. Да, все правильно. Идем. Следующее измерение. Есть. И нам остается высота. Есть. Вот, пожалуйста, 33,9 кубических метров. Также у нас есть режим замера высоты по двум точкам. Ну, например, многие из вас могут спросить, что ну, можно же просто поставить вверх, а если нет вверху отражателя сигнала, то вам придется все-таки использовать такой режим. Это когда вы по двум замерам углов вы измеряете высоту данного помещения. Давайте я вам сейчас покажу, как это делается. То есть, смотрите, он просит сразу верхнюю точку. Мы доводим, сейчас, подождите, попробую, словить точку до верхнего угла. Давай, делай замер, давай. Угол замеряй. Верхний. Теперь у нас длина. И мы получаем с вами высоту 2,4. Да, 2,4. А пошли попробуем там замерить высоту по факту. Просто ставь вниз и до потолка. Ну, конечно, тут будет погрешность, потому что это математический метод измерения. Давай. Подожди. Сколько? 2,4. Что отличает этот еще прибор? Это точность измерений вне зависимости от количества измерений. То есть, если я сейчас, например, упру его в одну точку и буду делать бесконечное количество замеров, то эти все замеры будут абсолютно одинаковые, с погрешностью 0, 0, 0, 1, или же они будут там, грубо говоря, выдавать там с минимальной, ну у меня руки дрожат, ну вот смотрите, одно и то же выдает. То есть сколько бы мы ни замеряли. Очень дешевая, классная штука, которая реально помогает классно в ремонте. И я советую брать сразу, там, грубо говоря, на 100 метров. И, честно вам говорю, короткие обзоры, интересные гаджеты мы рекомендуем на канале Технозон. С вами был я, Бабл, и ставим пальцы вверх. До скорых встреч, пока!